Всем привет! Меня зовут Мира. Добро пожаловать на мое новое видео про подготовку к арт-маркету. Кто не знает, я занимаюсь лепкой из полимерной глины, и это мое основное направление творчества уже как 5 лет. К маркету я начала готовиться где-то за месяц. В основном, конечно, подготовку составляла лепка. Очень большого количества изделий я запланировала сделать себе в разы больше, чем я делала в прошлые маркеты. И вот на протяжении первых 2 недель я просто записывала кусочки готовых работ, что я слепила. Работа кипит, так сказать. Такие у меня сегодня баночка и кружка. Еще сегодня буду доделывать грибочки для брелочков. Такие вот у меня заготовки. Один уже я вчера сделала, пробный. Мне кажется, хорошо получилось. Буду по такой же схеме остальные делать. Вот такая у меня уже красота на полочке. Складирую сюда все кружки, которые сделала, и баночки. Выглядит очень красиво, мне кажется. Пришла посылка из типографии. Заказала инструкции, визитки и еще кое-что интересное. Такая коробочка. Ой, это визитки. Посмотрите, какая милота. Я сама рисовала на планшете. Я думаю, заметно. Они такие... Ну, видно, что своими руками сделаны, мне кажется. Но мне нравится. Далее такая вот стопочка. Это, я так понимаю, инструкция. Вау. Конечно, она в комплекте с визитками идет. И самое, наверное, интересное, такой милый буклетик с фотографиями дизайнов, которые я делаю, и информация для заказов. В общем, маленькая книжечка, чтобы всем их раздавать, даже тем, кто не покупает, чтобы была какая-то вот информация у людей. Тоже их довольно много. Первая пачка. Еще, в общем... Первые месяцы после переезда я очень мало лепила, но точно не в таком объеме. Кто не знает, я сейчас живу в Канаде, и до этого у меня уже был опыт маркетов, но количество работ было меньше. А тут уже я поняла, что аренда стола выходит дороже, закупка материалов дороже, поэтому объем работ должен быть больше, чтобы как-то хоть окупить. Комментировать особо было нечего. Я снимала просто то, как я леплю и леплю днями напролет. Всем привет! Я сегодня решила провести эксперимент и увидела, как изделия из полимерной глины покрывают топом для ногтей и сушат в лампе, и тоже решила попробовать. Я сама себе делаю ногти дома, поэтому у меня есть все принадлежности, лампа в том числе, и топ финишный. И мне очень понравился результат. Я сделала несколько пробных изделий для брелочков такие.
Итак, всем здравствуйте. Сегодня уже вторник. Осталась неделя до маркета. Я сегодня планирую сделать визитницу. Я ее решила сделать своими руками, а именно слепить из самозастывающей глины. Наткнулась я случайно в Pinterest на референс, и мне так понравилось. Мне кажется, такая визитница идеально впишется в атмосферу вообще моих изделий, поэтому постараюсь я сегодня слепить. Для визитницы я раскатала небольшой кусочек самозастывающей глины и начала вырезать такой прямоугольник, чтобы потом его свернуть в форме, собственно, визитницы. На моем референсе визитница, я так понимаю, была из настоящей глины, как керамическая, с которой делают посуду, поэтому она могла держать форму, но мне пришлось сделать такую более устойчивую конструкцию. Вот такая форма у меня получилась. Я немножко все подправила водичкой и потом уже приступила к созданию миниатюрных грибочков. Это, конечно, была задача не из легких, из такой самозастывающей глины. Довольно тяжело слепить что-то такое маленькое, в отличие от полимерной глины, с которой я привыкла работать. Но, тем не менее, каким-то чудом я сделала эти маленькие грибочки, все очень долго выравнивала. И вот такая вот у меня получилась визитница. Ставила ее засыхать где-то на 3 дня, по-моему. Ну вот что-то такое у меня пока что получилось. Про подготовку к маркету. У меня пока что готово только 7 кружек, 4 или 5 баночек. Но нужно еще делать. Вот эти последние дни я буду каждый день еще лепить. Конечно, чем больше, тем лучше. На днях слепила вот такую девочку и вот такого мальчика. Мне очень нравится лепить кружечки, но мне кажется, что большим спросом пользуются сережки и брелочки, поэтому мне их тоже нужно сделать побольше. Вот с кружками все понятно. Можно посчитать сразу, сколько мне осталось. Я писала список, какие я хочу именно дизайны сделать. Но с украшением немножко все сложнее. Я не знаю, сколько у меня позиций вплоть до того, как я начну собирать их. То есть я сначала леплю все, а потом уже готовые маленькие изделия соединяю друг с другом, скрепляю фурнитуры. Я этот процесс сборки украшений все время откладываю на потом, потому что я его не очень люблю. Вот, лепить мне, конечно, нравится больше, но это нужно обязательно делать. И я это все время делаю в самый последний момент. И мне кажется, в этот раз тоже так получится, потому что мне хочется побольше слепить. Как бы в последний вечер я уже лепить не буду, буду все собирать. И декор кружечка мне тоже еще нужно будет приклеивать. В общем, еще работы много, но лепка это основное. Все-таки я еще не сделала тот объем кружек, который я хотела, так что нужно продолжать лепить. Я еще забыла показать из типографии. Пришла вот такая вот маленькая фотокнига. Она прям очень крохотная. И тут просто фотографии моих старых работ, которые сделаны еще на фотоаппарат профессиональный, хороший. Вот. Просто, чтобы можно было полистать в единственном экземпляре. Здравствуйте! Сегодня уже пятница. Решила поделиться с вами какими-то промежуточными итогами моей работы. В общем, я закончила лепить кружки, которые хотела. Получилось у меня 10 кружек. 9 из них с куколками и 1 с другим декором. Практически закончила уже подготовку деталей для сережек и брелочков. Буквально пару штучек мне еще осталось доделать. И слепка будет уже закончена. Нужно мне будет покрывать все лаком, приклеивать, собирать всю фурнитуру. Сейчас время где-то 8 вечера.
Мне нужно покрыть лаком какие-то детали на кружках, на баночках. То есть не тем топом для ногтей, которым я полностью покрываю маленькие фигурки для сережек и брелков, а обычным лаком, например, на длинный. И, наверное, приклеить уже весь декор к кружкам. Это мой самый нелюбимый, наверное, процесс, но обязательный. Вот, сегодня этим буду заниматься. А завтра я буду соединять фурнитуру всю. Чтобы сделать сережку, нужно же это все соединить. У меня пока только отдельные детали для всего готовы. Вот такие вот дела. А еще мне нужно покрыть краской, покрасить визитницу, которую я сделала. Вроде бы она уже застыла до конца, высохла. Вот, тоже, наверное, сейчас этим займусь, чтобы уже было готово. И это остается уже буквально несколько дней. У меня в этот раз, наверное, это первый раз, когда у меня настолько много продукции какой-то. И я надеюсь, я справлюсь, потому что, мне кажется, мне очень много нужно сережек сделать, соединить. Из последнего, что я слепила, это кружечка с врачом. Такая темнокожая красотка-врач. Я сделала ее немножко по другому дизайну. Мне кажется, тоже выглядит нормально. И сегодня я лепила вот такие заготовки у меня на противне. Тут тоже штучки для баночки и заготовки грибочков. На самом деле, все-таки волнуюсь, что у меня как-то мало всего, что у меня мало украшений и брелочков, хотя они как раз большей популярностью постоянно пользуются. Возможно, мне нужно просто быстро лепить еще. Я не знаю. Я не знаю. Еще, кстати, на днях мне пришла скатерть такого красивого пастельного розового цвета. Я ее, правда, не примеряла на стол, потому что так хорошо сложно, потом я ее так не сверну, мне кажется. Ну, вроде бы нормально. Увидимся завтра или послезавтра. В общем, пошла работать. Так как у меня все в таком розовом цвете, довольно милое, мои визитки розовые, скатерть розовая, визитницу я тоже решила покрасить в розовый цвет таким нежным оттенком.
И, собственно, я приступила к сборке украшений. Вот так вот у меня очень много всего было разложено, потому что я в процессе придумывала какие-то дизайны, какие бусинки добавить, какие подвески. Просто вот так вот все соединяла. Довольно монотонное занятие, но обязательно. На прошлом маркете у меня стилистика украшений была больше такая мрачная, осенняя. А сейчас у меня все такое милое, розовенькое, потому что я придумала эти дизайны в конце весны, в начале лета. И такое у меня было настроение очень романтичное, нежное. А теперь уже в августе у меня уже осеннее настроение. Мне уже хочется какой-то мрачнятины. Я уже начала придумывать осеннюю коллекцию, прям такую очень-очень мрачную. Я думаю, что это будет классно. И у меня будет еще один маркет осенью, как раз где-то там в середине, где у нас Хэллоуин, все такое. Так что, я думаю, отлично будет. Зато атмосферно так. Мне нравится, когда на столе куча всего. Прям сразу чувствуется, работа кипит, творческий процесс. Тут еще будут клубнички. Я просто их как-то плохо приклеила. Нужно открывать новую уже пачку клея. Видимо, тоже старая такая была. Не очень хорошо приклеилась. Так что я завтра это переделаю и добавлю сюда к каждому брелочку с кроликом клубничку. Всем привет! Сегодня уже понедельник, последний день. Я сегодня собираюсь упаковать все кружечки в коробку. Так как они хрупкие, нужно каждую обернуть в бумагу и аккуратно уложить. И также добавить все дополнительные материалы, все, что мне понадобится. И заодно покажу, что я беру для упаковки. Так я переложила
все кружки, баночки и ложечки сюда, чтобы было удобней. Упаковывать я буду в такую бумагу, в которой мне приходят кружки из Икеи. И на дно коробки еще положу вот такую красивую бумагу тищу, у меня немножко осталось, для упаковки кружек уже непосредственно покупателям. И думаю, сюда же еще поместятся мои крафтовые пакетики. Итак, первую коробку с кружками я собрала. Теперь буду собирать все остальные нужные материалы для украшений, для упаковки и для раскладки на столе. У меня есть такие деревянные подставки, сейчас вам покажу. Вот такая у меня есть подставка для сережек и брелков. Так, как сюда поставить. Беру ее. И вот такая подставочка для кружек. Конечно, у нее довольно узкие досочки, но несколько кружек сюда поместится. Также в эту коробку я положу инструкции, брошюры и визитки. И вот эту книжечку маленькую, визитницу, которую я недавно сделала, я тоже беру с собой. Пакую ее в мешочек, чтобы она не поломалась. Вот так, кстати, на ней выглядят мои визиточки. Кажется, очень мило вышло. И для украшения стола вот такую гирлянду на батарейках маленькую. Еще беру с собой на всякий случай две вот такие коробочки пластмассовые. Либо инструкции сюда положу для удобства, либо какие-то еще дополнительные штучки разложу. В общем, пригодятся, я думаю. Итак, осталось мне сегодня нарисовать ценники и упаковать сережки и брелочки, каждую на подложечку свою. И тут некоторые только упакованы, которые с прошлых разов остались, а новые я еще упаковать не успела. Так что мне нужно это сделать, и уже их сверху тоже доложу. А для упаковки украшений у меня есть вот такие голографические пакетики красивые в двух размерах. Они прям очень классно переливаются. И уже накануне перед своим маркетом, буквально в ночи, конечно же, я ставила это на потом, я соединяла подложки и сережки. Просто все вот так вот разложила. У меня получилось, по-моему, 30 пар сережек. Вот такая я. Итак, каков же итог моего первого крупного маркета в Канаде? В целом, мне очень понравилось. Я заработала больше, чем потратила на аренду стола. Кстати, стол стоил 100 канадских долларов. Много людей приходило, интересовалось, смотрели, разглядывали, делали комплименты моим работам. Я раздавала свои буклетики рекламные и визитки. Продала я несколько кружек, баночку и довольно много сережек
и брошек. В общем, я думаю, что получился очень хороший опыт, и впереди меня ждут еще несколько маркетов от разных организаторов. На осень у меня уже прям плотное расписание, так что ждите новые такие видео. Я надеюсь, что вам понравился этот влог. Вот, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.